В конце 23 года была анонсирована игра Кемури. И сразу же словила невероятный хайп. Но вот прошло уже почти 2 года, а информации о ней так и нет. Я заинтересовался игрой, как и многие, смотревшие в тот день презентацию, и постарался найти максимум известной информации о ней, чтобы разобраться, что это вообще за проект и стоит ли его ждать. Кемури — это дебютная игра студии Unseen, над которой работает огромное количество ветеранов игровой индустрии из разных стран и компаний. В сердце проекта лежит идея создать неповторимый, не привязанный ни к одной культуре или истории проект, создать игру мечты, которой были бы довольны все разработчики. И хотя звучит это очень хаотично, но студия Unseen смогла все достаточно организовать для планомерной разработки. И это получилось в том числе потому, что во главе студии стоит Икуми Накамура. Скорее всего, вы о ней ничего не знаете. Но напомню вам E3 2019 года. Анонс Ghostwire Tokyo. Да, это та самая веселая японка, которая очень быстро полюбилась публике. До этого она успела поработать над Аками и Bayonetta в Platinum Games. В Tango Gameworks участвовала в разработке 2 частей The Evil Within, а над Ghostwire Tokyo выступала уже как креативный директор. Но вот она ушла и создала студию Unseen, состоящую из разношерстных людей из разных стран, которые своей главной задачей поставили создать кросс-культурные игры, где могут встречаться йокаи из японской мифологии и сражаться с греческими исполинами или скандинавскими богами. И на самом деле следить и искать информацию про них было очень интересно. Они таинственны, не договаривают, скрывают какие-то идеи, не появляются на выставках, но в то же время очень открыты к сообществу. Регулярно на YouTube-канале выкладывают видео с вопросами и ответами, общаются на форумах, что-то постят в Твиттере. Они не пытаются быть секретными, но при этом сохраняют интригу. У них получилось найти в этом баланс. Но благодаря всему этому у нас уже появилось огромное количество информации. Что это за игра такая? О чем я вам сейчас и расскажу. Кемури — это кооперативный экшен. ПВЕ, в который можно играть с друзьями, с рандомами или даже в одиночку. Вы — охотник на йокаев, которые призваны защищать этот выдуманный мир. Можете сражаться со злыми духами, использовать их против друг друга, а иногда можно просто договориться. Хотя будут боссы, которым придется каждый раз искать свой подход. Игроки станут мостом между миром живых и мифов, которым необходимо сдерживать баланс. Перед вами огромный хаотичный мегаполис, собранный из разных культур и историй, главным инструментом передвижения в котором станет паркур, крюки-кошки, полеты и все в этом духе. Разработчики изначально ставили одной из главных задач создать максимально вовлекающий, интересный вертикальный геймплей. Движение и бой выстроены на ритме, что должно создать плавный танец. Все анимации создаются вручную, без motion capture, что позволяет сделать невероятные выкрутасы героям. И все это важная часть игры. Она должна дарить чувство свободы и фана. В игре не будет общепринятой системы прокачки. Есть несколько классов. К примеру, в тизере были показаны шаман, охотница с катаной и лучница. Но и геймплей не станет однообразным. Потому что, договариваясь с юкаями, способности, внешний вид и стиль боя героев будут меняться. Из чего приходится решать, с кем вам стоит сразиться, а кого стоит выслушать, выполнить какую-то просьбу. В игре не будет какого-то цикла. Все это превращается в путешествие, открытие каких-то новых граней себя, рост героя. И все это создается для того, чтобы каждый геймер смог найти себя в игре и выразить свои чувства так, как хочется именно ему. Сюжет будет подаваться в кооперативных миссиях и будет изменяться не только от выборов игроков, но и в зависимости от союзов, с какими юкаями вы договорились, с какими сразились, какие способности получили. Все это создано для максимальной реиграбельности в рамках одного класса. При этом история будет целостная, включая разные темы и при этом не пытающаяся делить мир на черное и белое. Йокаи рождаются из душ людей, животных, предметов. У каждого своя предыстория. Это не просто монстры, а персонажи с характером и мотивами, с которыми вам придется считаться в переговорах или же бою. Важной частью игры является музыка, которая не только разнообразна и сочетает все неожиданные жанры, но и держит динамику геймплея. В игре будет как электроника, так и фолк, как чиллвейв, так и шаманские мотивы.
Разработчики собирают вдохновение со всего мира, пытаясь все органично вписать в мир и геймплей. Разработчики хотят создать неповторимую игру, где динамичные бои и изучение города будут сочетаться не только с юмором и милыми персонажами, но и с мрачной атмосферой и аморальными решениями. И все это в рамках одного огромного современного города, который создается полностью вручную. Вдохновение же к своей игре студия ищет отовсюду. За референсы берут аниме «Евангелион», «Человек-бензопила», «Мадоку-волшебницу», но также и хорроры от А24. Из игр самыми главным влиянием Накамура называет Devil May Cry, Resident Evil, Infamous, Bayonetta. А идея создать вертикальный город пришла во время любимого лазания по заброшкам. Сейчас идет активная стадия разработки игры. И когда она выйдет, говорить рано. Разработчики не хотят заявлять ни о каких датах, пока не будет все готово и вылизано до блеска. Накамура, хотя и не называет себя геймдиректором или SEO, выступает против современной тенденции недоделанных игр. В своей игре она хочет передать опыт с PlayStation 1 или Dreamcast, но в современном исполнении. Поэтому когда будет игра готова, никто не знает, даже она. Почему я жду Кемури? В первую очередь из-за стиля, из-за музыки, из-за динамики, которая была показана в трейлере. Я хочу верить, что у Накамуры с ее командой все получится. А если вы заинтересовались игрой, то советую заглянуть на их канал. Там регулярно выходят ролики с обсуждением игры, интервью с разными разработчиками, в том числе и не из команды Unseen. Например, год назад Накамура встречалась с Хидеки Камией, и 2 ролика они просто беседовали обо всем. Мне нравится философия разработчиков. Они пытаются быть на одной волне с игроками, и все это родилось из геймерских предпочтений Накамуры. Поэтому я желаю удачи их команде. Надеюсь, скоро мы увидим полноценный геймплей, а за ним уже и дату выхода. А пока мы все это ждем, вы можете подписаться на мой канал. На нем будет еще много интересных роликов. Также заглядывайте в Telegram, где я обитаю вне видео. И спасибо всем, кто поддерживает меня монетой на Бусти. Там также выходят видео про интересные темы, но не подходящие для канала. А с вами был Степан Михиот. Спасибо за лайк и просмотр. И пока.